Всем привет, вы на канале Toy House, и если вы подписаны на мой телеграм-канал, то должны были знать, что я получил вот такую шикарную новиночку от компании Технопарк. Это Аурус микроавтобус Арсенал. И вот такой вот огромный просто кортедж у меня получился из Аурусов, да, это Аурус Сенат, также от компании Технопарк, вышел примерно год назад. Его мы рассматривать не будем, потому что на него есть отдельный обзор, а рассмотрим мы с вами именно Арсенал. Ну и давайте рассмотрим со всех сторон данную модель. Мне кажется, сделано довольно-таки классно. Есть, конечно, свои нюансы, но это прежде всего не прям модель, да, а больше все-таки игрушка. Но тем не менее сделано здорово. У данной модели открываются двери. Причем боковая дверь, она сдвижная, как вы можете видеть. Пороги, да, здесь не окрашены, потому что модель красится уже целиком сразу в сборе. А вот так два Ауруса смотрятся вместе. В принципе, очень прям гармонично. Прям, ну, мне вот прям нравится. Итак, модель у нас выполнена из металла. Обратите, какой красивый цвет. Цвет идет перламутровый, он как бы отблескивает. Ну вот видите, да? Как бы такие вкрапления блестков присутствуют в этой краске. Есть, конечно, небольшие погрешности по покраске, но в целом таких прям сколов каких-то и сильных неровностей здесь нету. Задняя часть, багажник не открывается у данной модели, выглядит вот таким вот образом. Очень классно. Вообще не знаю, кто-то из модельных таких крупных агентств выпускал в 43-м масштабе. По-моему, еще никто не выпускал. Только лишь Сенат выпускали, а вот именно микроавтобус, мне кажется, Технопарк это первое. Арсенал у нас надпись, и вот здесь какая-то тоже надпись присутствует. Наверное, Аурус это, скорее всего, в этом треугольничке. Салон. Сейчас посмотрим с вами салон. Резиновые покрышки на колесах. Есть инерционный механизм. Он скрыт здесь. Днище вот так выглядит. Динамик. Отсек для батареек. Технопарк. И что здесь еще интересного? Изготовлено по лицензии. В общем, вот. Федеральный, государственный. Короче, НАМИ. По лицензии НАМИ. Пороги у нас присутствуют с двух сторон. Соответственно, итак, открываем дверочку. Вот так вот выглядит салон. Не знаю, похож, не похож, потому что как бы я в Аурусах не сидел. Только по картинкам могу судить. Ну, в целом, детализация довольно-таки неплохо сделана. С этой стороны. Теперь давайте сдвинем боковую дверь. И вот так вот задняя часть салона выглядит. 4 места здесь. Я думаю, передвигаться на таком автомобиле очень комфортно. Две мигалочки на крыше. Довольно-таки похожие на настоящие мигалки. Закрываем двери. И у данной модели у нас присутствуют звуки. И причем звуки, ну, сирены, да. Сейчас я вам включу. В общем, такой звук. И можете обратить, что светятся передние фонари, а задняя оптика вот непонятно. Нет, задняя у нас не светится. Передняя оптика у нас выполнена из пластика, и передняя часть очень похожа на Аурус, в принципе, Сенат, да. Ну, все как и положено, да, для одной марки, одно как бы одна облицовка, чтобы модель была узнаваемая. А вот на задней части здесь у нас такие вот выпуклые фонари, не выпуклые, а удлиненные фонари, да, получается, они идут по всему вот, почти корпусу. Чуть-чуть не доходит до верха, немножко до низа. Также на что можно обратить внимание, что на крыше у нас присутствует люк. Вот так сиденье смотрится сверху. И есть, во-первых, выштамповки, вот эти вот, как они правильно называются, ну, чтобы, в общем, капли дождя стекали, либо для аэродинамики, не могу точно сказать. Антенна половничок присутствует, маленькая такая. И рейлинги, но они отлиты вместе, получается, с кузовом данного автомобиля. Мне кажется, если кто-то сделает в 43-м масштабе, будет что порассматривать.
Что еще здесь интересно? Вот эта форточка. Не знаю, должна здесь быть перегородка вот тут вот из металла, либо нет. Скорее всего, должна. Но сделали вот таким вот образом. Ручки дверей. Зеркала у нас вместе с дверями сделаны. Вот такой вот микроавтобус. Теперь, что касаемо размера данных моделей, да. Аурус Сенат у нас 13,5 сантиметров идет длина. А вот Аурус Арсенал 13,8 на 3 миллиметра больше. По ширине давайте по колесной базе померяем. В общем, это Арсенал у нас измеряем. И здесь у нас получается 4,8 примерно так. Ну, пусть погрешность, да, будет 4,8 где-то. А теперь Сенат давайте измерим. 4,6. Ну, если смотреть вот так снизу, то видно, что, в принципе, Арсенал, да, действительно больше. И это о чем говорит? Что, скорее всего, масштабы данных двух аурусов от технопарка совпадают. Поэтому они вот очень гармонично могут у вас смотреться на полке. Ну, кто собирает технопарк, да, либо делает какие-то диорамы, я думаю, что в целом, как бы вместе они смотрятся достойно. Ну что ж, ребят, в принципе, очень зачетная, интересная модель, на самом деле, классная. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, будете узнавать там новости раньше остальных. Ссылка на него есть в описании канала, ну, либо оставлю здесь в закрепленном комментарии. Ребят, если вам понравился данный видос, то ставь лайкос под видос. В общем, пиши комментарий. Все, всем пока и всем самое главное, конечно же, добра.